Итак, за моей спиной самый легендарный GDM автомобиль Honda, который существует в наше время. Honda NSX R. В 80-х годах компания Honda чувствовала себя очень хорошо. Она была одним из самых прогрессивных автопроизводителей в мире. Она завоевала плотные позиции и продавала обычные гражданские автомобили по всему миру. И тогда японцы подумали, что пора занимать новые ниши рынка, и решила заняться производством спорткаров. Сотни инженеров и 5 лет понадобилось, чтобы разработать этот автомобиль. Автомобиль называется Honda NSX. Что такое NSX? New – это N, S – Sports Car, и X – это Experience. То есть это опыт нового спорткара. Это то, чем прославились и чем стали легендарными японские автомобили, это именно вот ощущениями от вождения. Итак, когда автомобиль был готов, случилось величайшее событие, которое сделало из автомобиля настоящую легенду. Айртон Сенна, который выступал тогда, в те годы, за компанию McLaren, приехал в Японию для очередных тестов болида McLaren. Айртону Сенне предложили прокатиться, протестировать новое творение Honda. 92年日本グランプリの翌日、ニューモデルタイプ R の試乗会に出席。Он проехался, вышел и говорит: ну, ребят, как бы я гонщик, мне сложно говорить про серийные автомобили, но мне кажется, он недостаточно жестким. Японцы, которые вот 5 лет делали эту машину, больше 5 лет делают машину, не обиделись, а доработали автомобиль, сделали кузов на 50% жестче и привлекли Айртона Сенну как постоянного тест-пилота этого автомобиля. Этот автомобиль сделан полностью из алюминия. Все части, элементы подвески, все, что можно было сделать кованым, сделали кованым. Даже покраска в машины была специально разработана для Honda NSX. 23 слоя по технологиям космоса, авиации и так далее. На тот момент это был лучший японский, и, наверное, не только японский автомобиль, но японцам показалось этого мало, поэтому они сделали специальную версию NSX R. Именно с NSX R началась эпоха всех R-моделей компании Honda. Это была и Euro R, и Type R. Все горячие красные машины Honda начались именно с этого автомобиля. Что сделали с Honda NSX? Ее облегчили примерно на 120 килограмм и довели вес машины до 1230 килограмм. Убрали все из салона, поставили еще более облегченные диски и поменяли сиденья, убрали кондиционер. В общем, сделали из машины корч. Ездить на нем по городу стало неудобно, но эта машина продавалась очень хорошо. И продавалась только на японском рынке. Больше нигде. Поэтому я утверждаю, что это самый легендарный, самый крутой, самый именитый GDM, который есть сейчас в нашем мире. Как я уже сказал, этот автомобиль настоящий GDM и создавался для японцев, для японского рынка. Японцы не очень высокие чуваки, поэтому я здесь просто банально не помещаюсь. Я отодвинул спинку сиденья, вернее сиденье в крайнюю позицию, и все равно не помещаюсь. Сиденье не регулируется вообще никак. Только оно ездит только вперед и назад. Все, регулировок больше нет. Руль. На руле у нас только вынос и высота. В моем случае руль стоит в максимально высоком положении, но мне неудобно здесь. Коробка. Ну, конечно же, я прокатился на NSX, не мог себе отказать в этом удовольствии, даже несмотря на то, что шея сказала: не вздумай больше этого делать, хозяин, и хватит. Какая здесь коробка. Вот я выжимаю сцепление, вот у нее ход миллиметровый, но при этом все очень-очень четко, жестко. И вот
ну, такое ощущение, что вот берешь раскаленный нож и вводишь им прям по маслу. Все идеально подогнано. Здесь очень удобный руль. Прям сделаны такие вот, не знаю, отверстия, изгибы для пальцев, углубления для пальцев. Здесь тонкие стойки и хороший обзор. Несмотря на то, что я проехался на этом автомобиле буквально чуть-чуть, это чувствуется, и это не суперкар, в котором все неудобно и непонятно. Нормальный бардачок. Моя любимая Алькантавра. Вот все швы, все стыки, все зазоры сделаны, прям подогнаны идеально. Чувствуется, что это серийный автомобиль, серийный качественный автомобиль. Легко читаемая, понятная приборная панель. Прикол с аварийкой. То есть аварийка включается на таком, ну, смешно, прикольно, классно. Отдельное слово — это включение света. Такой прям рычаг. Класс. Здесь стоит электроподъемники стекол, кондиционер, вернее воздуховоды кондиционера в дверях, что очень необычно. Все. Больше в этом автомобиле нет ничего, кроме управляемости, уникальности и надежности. Ребята, это самая смешная запаска, которую я видел в жизни. Посмотрите на это. Это запаска. Она игрушечная, наверное. Слушай, в остальном все внутри очень красиво. Момент истины. Да. Я сделал это первый раз в жизни. Но здесь все как-то очень просто, продумано и сделано, ну, как-то, ну, для дураков, как я. Интуитивно понятно. А в багажнике у нас домкратик и ключики. Я чувствую себя мальчишкой, который развернул жвачку турбо, открыл вкладыш, увидел там Honda NSX, такую прям игрушечную, клевую, но при этом быструю, дорогую и офигенскую. Ребят, я счастлив. Это вот та игрушка, та моделька, которую мне подарили в детстве, я ей начал играть, и она классная, офигенская, все открывается, и все классно. Да. Спереди стоят 15-е диски, сзади стоят 16-е диски. Резина на этот автомобиль стоит, ну, может, не копейки, но недорого. Когда мы подъехали к гаражу и завели NSX, я вот прям вспомнил все, что я слышал про этот автомобиль. Он не ревет, он не орет, мой аккорд заводится громче. Вот такое ощущение, что это обычный гражданский автомобиль. Он очень простой и функциональный. Не знаю почему, на него не смотрят со стороны, он не привлекает взгляды. И эта тачка для ценителей. Для ценителей это вот как бы такой level up. Это не желтая ламба, которая орет и привлекает к себе тысячи взглядов и девушек, которые пытаются запрыгнуть в эту ламбу. Нет. Honda NSX — это вот мой любимый формат волка в овечьей шкуре. 3 литра, V6, 280 лошадиных сил. Звучит не очень впечатляюще сегодня и было не супер впечатляюще в момент, когда этот автомобиль был создан. Но если посмотреть глубже и порыться в детальках, то на самом деле все выглядит очень круто. 280 лошадиных сил — это было ограничение, государственное ограничение на мощность двигателей в то время в Японии. V6 — это был первый V6 двигатель Honda. Изначально он планировался как 2-литровый, но потом посмотрели, посчитали и поняли, что он будет ненадежный.
А этот двигатель 3.0 V6, помимо того, что он мощный и технологичный, он еще и надежный. Пробег автомобиля Honda NSX R за моей спиной 68 тысяч километров. Произведен он был в 1993 году. Стоит он 153 тысячи американских долларов. Время бесценно. Как бесценен этот автомобиль. Хорошего вам всем настроения. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте. С вами был Урбан. Хорошего настроения еще раз и пока.